Мы сегодня не только будем какие-то вещи показывать, но я буду рассказывать вам про преимущества камеры Sigma перед остальными. И, соответственно, мы сможем что-то посмотреть и, может быть, какие-то арт-объекты поснимать с вами вместе. Итак, вперед! Друзья мои, привет! Сегодня отличный день, великолепная погода. Смотрите, какие облака. И мы сегодня идем в поход. Тема будет шкальник и школьник. Ну или камень преткновения. Будем рассказывать про шкальные камеры. Ну и одну шкальную камеру, которую я использую. И рассмотрим вопрос, зачем нужна фотографу вот такая штука из СССР, которая стоила 3 рубля. Так что смотрите, подписывайтесь, будет интересно. С чего бы начать? Начну с главного. Выбор камеры. И этому сегодня посвящено мое видео. Как школьник выбирал камеру и почему это стало на данный момент Sigma Foveon. Прошедший большой путь, я понял, что мне нужна камера для файн-арта, для арта. Это было в 2013 году. И стал искать именно такую камеру из всех производителей, которые были на тот момент интересны. Nikon, Canon, Sony, Pentax, другие, Fuji. Я искал все-таки камеру, которая, во-первых, не имела бы зума, во-вторых, снимала бы великолепно в черно-белом режиме, поскольку я черно-белый режим очень люблю. Позволяла бы делать макросъемку, поскольку я тоже увлекался на тот момент макросъемкой. Ну и, соответственно, интересы в первую очередь пейзажная фотография, файн-арт, ну и стрит. Наблюдая за тем, как на тот момент развивалась компания Fuji, Leica, я понимал, что нужно искать что-то принципиальное. Но мне еще требовался еще один аспект. Это обязательно без зума камера. И я не хотел зеркальную камеру. Вот такие были у меня входные данные. Ну, пропустив всех рыбаков, всех велосипедистов, спешащих на отдых, я вам покажу вот такую штуковину. Почему это именно так, почему именно такой выбор, да, и зачем, собственно говоря, нам вот такой видоискатель. Это удобная штуковина, которая делалась в советское время. Здесь написано 85 мм. На самом деле можно было брать полтинник, потому что это эквивалент, обманул. На самом деле эквивалент полного кадра это 75 мм. Соответственно, здесь 85. В эту штуку очень удобно смотреть, не надо никакого дисплея. То есть, по идее, вы можете без дисплея экономить, собственно говоря, ваш аккумулятор. Ну а почему? Почему именно Sigma? Здесь несколько причин. Я уже говорил про арт, про фотографию. Но первое, самое главное, по какой причине, это, конечно, цвет. То есть цвет решает все. И в данном случае, вот мы сейчас, не знаю, видно или нет, там такой домик красненький. Его то видно, то нет. То есть он то пропадает, то нет. Ну, соответственно, цветопередача Foveon ни с чем не сравнить. Это не Bayer, как бы это совершенно другой уровень, абсолютно другой восприятие. И Foveon наше все, как говорится. Во Flickr огромное количество фотографов, которые используют Foveon. Для меня это был основным, что важно в камере. Второй основной такой принцип, это, конечно, размер. То есть здесь вы, если обратите внимание, сейчас покажу, что за размер. Первая камера, с которой я начинал свой путь, смена 8М. Универсальная камера, уникальная, ее до сих пор и во Flickr, и в других сайтах все знают прекрасно. Камера выпущена самым большим количеством экземпляров в мире. Это самая продаваемая камера в мире. Причем не только в Советском Союзе, но и в мире. А по поводу размера я могу показать следующее. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, чтобы вы видели, да? Вот. То есть эта камера размером со смену 8М. Представляете, какая маленькая эта камера? Насколько она маленькая, да? Ну, при этом у смены 8М есть видоискатель, который можно смотреть. Ну, а теперь здесь у Sigma тоже есть видоискатель. Кстати, всем владельцам Sigma я настоятельно рекомендую купить вот эти недорогие видоискатели. Они до сих пор доступны, советские именно. Они есть в черном варианте, как у меня я искал. Есть в светлом варианте, кому-то что-то надо. Ну, для Sigma, наверное, все-таки темный вариант. Ну и плюс небольшая здесь коррекция. Оптическая система очень простая. На самом деле, ну, все, что нужно, это навести на объект, выбрать его и снять. Это все, что требуется для того, чтобы получить хороший кадр.
Мы сегодня заодно тестируем микрофон, он здесь очень сильно колеблется, поскольку сегодня сильный ветер. Ну и продолжим дальше. Да, кстати, вы себе обратили, вот, у меня сегодня ремень, вот такой интересный ремень. Моя знакомая подарила мне Вилью Авто, который работает. Но от нее такой замечательный ремешок, который можно использовать как вот такой. Раньше в 90-х так ходили с барсетками, да, некоторые с фотоаппаратами, ну и... Все для черно-белой, для цветной фотографии, для монотона. Все для того, чтобы выбраться из дома и поснимать великолепный пейзаж. Ради чего, в принципе, Sigma и создана. Она у меня сейчас болтается на руке. Вот вы ее увидите сейчас. Вот она, видите, какая маленькая, с проекционным фильтром. Здесь, в принципе, все для того, чтобы сделать качественные фотографии. Больше ничего не требуется. Полярик, видоискатель и ваше желание. Пейзаж, конечно, пейзаж. То есть меня интересовало качество работы именно камеры в пейзажной съемке. Потому что стрит — это вещь, конечно, хорошая, но основное, конечно, качество. А что в пейзаже? Конечно, цвет, ну и, конечно, геометрия. Для меня, во всяком случае. Для некоторых геометрия не имеет значения, для меня решительное значение. Поэтому я не смотрел фотоаппараты, которые с зумом раз. Я не рассматривал фотоаппараты, такие были Sony, Panasonic, другие компании, которые имели бы фокусное расстояние, конечно, портретное. Это для меня было условие основным. И я искал такую камеру, и благодаря Виктору, Виктор, спасибо, до сих пор. У Виктора тоже такая же камера, но мне удалось все-таки найти с помощью него, что вышел DP3M. Я ждал, как бы, когда она выйдет. Ну вот она появилась, и, о чудо. Ну, друзья, совсем неприметное место. Может стать источником арта реального. Сейчас я повернусь. Это не трансформаторные будки, которые тоже снимаю. Но вот смотрите, за мной находится вот такое дерево, я думаю, что его видно сейчас. Там на самом деле еще луна. Я сделал с разных ракурсов, чтобы эта луна попала и обрамилась с помощью проводов. Почему же все-таки Фавион? Мы вышли с вами к заливу. Я, конечно, хотел показать вам еще аксессуар, который я сразу же приобрел и рекомендую всем. Так называемая L-площадка, которая позволяет, вы видели мои многие видео, где я ставил это вот таким образом. Это можно установить без штатива на какие-то подручные средства. Мы сегодня, кстати, снимали тоже с парапета, без всяких штативов, я сегодня специально с собой не брал. Поэтому, ну, что касается цветности, да, Фавион. Почему же Фавион? Я записывал много видео по поводу Фавиона, чем он отличается, почему это принципиально другая матрица, для каких целей она была создана. Ну, одно можно сказать с уверенностью точно. То есть такие цвета, как на Фавионе, пока других технологий не существует. Поэтому, прежде чем сделать выбор свой, в далеком 2014 году, 2013, я пересмотрел кучу камер, но совершенно не был знаком даже с такой технологией. И по прошествии времени пользования, где-то примерно через 2 недели, учитывая то, что камера достаточно шумной мне показалась изначально, и какие-то аспекты, связанные с медленностью наведения, с медленностью загрузки, я тогда всех тонкостей не знал. Не знал про скоростные карточки, не знал про программное обеспечение, не знал про настройки самой камеры ручные, что эта камера полностью ручная, это не автоматическая камера. И вы не поверите, но через неделю или через 2 я решил ее сдать. И каким-то чудом, случайным совершенно, у меня не получилось это сделать. И я проснулся утром и понял, что я не хочу этого, да, что весь смысл как бы моих поисков, все мои такие усилия были направлены на то, чтобы я нашел эту камеру. Ну и первая поездка, насколько я помню, была это на остров Занте, греческий, где я сделал такие фантастические кадры пейзажные, после которых у меня не было ни малейшего желания с ней расставаться, с этой камерой. Я вынужден был срочно достать камеру, потому что залетела чайка, она сейчас ныряла в воду, как раз в том месте, где мы нашли этот цвет, который, кстати, я впервые увидел на Занте в реальности. Бирюзовый цвет, совершенно фантастический. Ну и Фавион, конечно, но вот
можно сделать некую рамку. Что-то такое. Ну, здесь черно-белое, да, черно-белое, конечно. Насколько это интересно будет, ну, можем попробовать это, кстати, сделать вручную. Мы сейчас пойдем в ту сторону, ну и, может быть, скорее всего, найдем еще какие-то ракурсы, которые говорят о возможностях фавиона. Заодно я вам покажу вблизи этот объект, да, чтобы вы понимали, насколько красиво это дерево. Здесь можно использовать тоже макрорежимы, но я сегодня не буду пока еще использовать макрорежим. Странно, чем ближе подходишь к месту, появляются какие-то совсем необычные ракурсы, которые я постараюсь вам запечатлеть на видео. Ну, чтобы в дальнейшем, может быть, у вас возникнут какие-то идеи, мысли, вы напишите, что можно еще обыграть. Владельцам камер, которые еще не пробовали Sigma, если у вас есть такая возможность, как минимум посмотрите фотографии в моем фликере. Или наберите в поиске Sigma Favion, именно Favion, и посмотрите фотографии, которые сделаны на эту матрицу. Из тех камер, которые сейчас доступны, это Quattro серия, она с Favion, но здесь можно сказать о том, что количество слоев там не одинаковое, то есть один слой 20, другие там поменьше. В моей камере серия Meril, который, собственно говоря, основатель компании Favion, можно сказать, изобретатель, Дик Meril, по 14,5 миллионов каждый. О, кстати, какой цвет хороший. В таких случаях, кстати, я вам рекомендую еще одну вещь, которая необходима. Это уровень. Они есть, вставляются, которые в горячий башмак, то есть можно вместо видоискателя поставить сюда уровень вместо башмака. Но могу сказать, что вытащить этот видоискатель и поставить уровень там занимает несколько секунд. И вот в том случае, когда вы снимаете с нижней точки, вам не хочется ложиться в грязь, или по каким-то причинам, даже если вы со штатива с нижней точки снимаете, вот уровень вам бы мог помочь. Несомненно, камера должна быть крепкая и надежная, так же как любая фототехника для фотографа. Она должна быть четко установлена. И в этом плане могу сказать, что про дизайн камеры здесь все хорошо. За те годы, которые я и пользовался, она посмотрела множество стран, в разных местах она была. И на воде, и на суше, и в воздухе, и в музеях, и в других местах. И везде она выручала, везде она мне помогала сделать какие-то интересные кадры. Ну, сегодня мы еще сделаем их обязательно. Друзья мои, подводя некий итог и вспоминая, что же я еще забыл сказать про Sigma, могу сказать, что я забыл сказать про уникальные расположение самих элементов матрицы одна под другой, то есть 3 слоя, как в пленке. И благодаря этому появляется совершенно невероятный режим, так называемый Varial Pixel VPS. Это совершенно удивительная штуковина, которая не дает артефактов и дает возможность увеличить, во-первых, количество света, то, что в байере приводит все равно к увеличению шума в той или иной степени. У Sigma это не так, поэтому если вы снимаете в каких-то темных местах или у вас не хватает чувствительности, я делал эти съемки и зимой, и летом, и в других местах,
и где требовалось поднять скорость затвора. То есть это удивительный режим. Там есть объединение 2 ячеек, есть объединение 4 ячеек. Посмотрите, о, птички какие красивые. Посмотрите мои видео, посмотрите мои фотографии по режиму FPS. И я думаю, что если вы вобьете в поиске, то, наверное, немного будет видео. Скорее всего, единственное это мое. Поэтому у меня есть группа VPS, есть там несколько людей, которые спрашивали меня. Ну, самый интересный режим этот работает, конечно, с камерами Foveon, с камерой серии Meril, где отношение матрицы 1 к 1. И, в общем, это один из таких волшебных режимов, которые, ну, нужно один раз увидеть, что дает. Некую глубину, некоторый объем. Вообще удивительно, конечно, что этот режим попал именно в эту камеру, в этой серии. Но вот один из моих подписчиков недавно приобрел DP2. Я ему по-хорошему завидую, потому что у него очень много впереди открытий. Это как место швартовки камня, громкаменя, так называемого, который вырыли недалеко от этого места, Кондалахте. Он сейчас стоит, и на нем памятник Петру, самый известный памятник в мире. Он находится на Сенатской площади. А перед нами осколки этого камня, осколки громкамня, которые оставили, скололи, потому что ненужный вес. И для того, чтобы корабль мог пройти, поскольку Финский залив очень неглубокий, мы с вами сейчас поснимаем это, ну и заодно посмотрите. Foveoныч вам покажет. Таких больших размеров, что я решил зайти поближе, показать вам, насколько это большое все. Смотрите, оно надо мной еще выше. Оно просто огромных размеров. Туда может человек поместиться. Представляете, сколько лет этому дереву? Можете себе представить, да? Если выходишь, там еще метр, наверное, точно, если не больше. Вот такие деревья здесь. Да, друзья, мы с вами находимся в Кондалахте. Вот здесь значок есть. И лошадь. Конь. Конь. Поэтому я могу сказать, что третий пункт стрит. Стрит, да. Почему Foveon для стрита? Это в основном была моя задумка найти камеру, которая снимала бы что-то близкое к Leica 10 в черно-белом варианте. Fuji я не рассматриваю как конкурент, потому что я знаю, что Sigma Superior уже знаю, что она снимает лучше, особенно в монотоне, я этим пользуюсь, поэтому для тех людей, которые ищут камеру для черно-белой съемки, без искажений, для съемки в темное время суток, в так называемом VPS режиме, о котором я рассказывал, это очень хороший инструмент, рекомендую. Что двойка, что единичка, что тройка. В случае с тройкой вы получаете самое высокое разрешение оптику, самый интересный универсальный макрообъектив, в том числе портретный. Ну, для тех, кто снимает стрит, идеальный вариант, конечно, иметь несколько камер, что, в принципе, знатоки знают. Например, иметь единичку для стрита или для пейзажа, который широкоугольный, который мне сегодня бы понадобился обязательно. Ну и тройку, конечно. Поэтому, ну, двойка универсальный инструмент, но тем не менее тоже хороший вариант. Так что, грубо говоря, 3 камня преткновения, где мы сегодня были, да, 3 эти камня, это, конечно, ради файн-арта. Первое, я поставил-то на первое место файн-арт, съемка файн-арта. На втором месте это стрит-фотография. Ну и третий, пейзажная фотография. Можно заменить ее макрофотографией, кто-то заменит ее портретом. То есть все вот эти 3 камня преткновения привели к результату, что Foveoныч пользуется Foveoном. Так что почему Foveon? Спросите Foveоныча, он знает.
Почему именно Фавион? Друзья мои, это еще не все. Приключение только начинается. 3D очки цветные. Те же цвета, которые в Фавионе. Синий, верхний красный, синий и зеленый. Поэтому такие объекты с Фавионычем вы сможете снимать в том числе и стерео. И стереозапись, стереосъемка на Фавионе это совершенно отличается от всего, что есть на рынке. Поэтому я вам настоятельно рекомендую запомнить это. И я не сомневаюсь, что мы с вами встретимся и сможем запечатлеть какие-то замечательные кадры.